В лесу, вдалеке от цивилизации, жила одна старушка по имени Эльза. Она потеряла мужа много лет назад и с тех пор жила в полном одиночестве. Ее домик, старый и скромный, стоял на краю волшебного леса, окруженный высокими деревьями и благоухающими цветами. Несмотря на свою простоту, в этом доме царила теплая и дружелюбная атмосфера, наполненная заботой и нежностью, которые Эльза вкладывала в каждую деталь. Каждое утро начиналось для Эльзы с пробуждения под звуки пения птиц. Она любила гулять по летнему лесу, восхищаясь красотой окружающей природы. Освежающий ветер обвивал ее, словно добрый друг, а яркие цветы манили ее к себе, словно приглашая в танец. С собиранием грибов и ягод она не только наполняла свою кухню, но и возвращала себе воспоминания из далекого детства, когда все это казалось ей волшебным. Несмотря на одиночество, она никогда не чувствовала себя одинокой. Каждая секунда в этом лесу была для нее как праздник, где ее душа ощущала полное единение с природой. Недалеко от леса, где жила Эльза, находилась маленькая деревня с несколькими домами. Туда старушка ходила в магазин за покупками. Каждый раз, когда Эльза приходила в деревню, местные жители радостно приветствовали ее, ведь они знали, что она всегда приносила с собой тепло и доброту. Она любила рассказывать сказки о лесных приключениях, и ее рассказы вдохновляли всех, кто их слушал. Это были не просто слова, это были живые картины, которые рисовали в воображении картину счастливой жизни в лесу. Однажды, когда Эльза вышла на прогулку по лесу, она услышала слабый плач. Заинтригованная, она последовала за звуком, проходя сквозь густые заросли и высокие травы. Вскоре она обнаружила маленького волчонка, который, очевидно, потерялся. Его лапка кровоточила, и он выглядел очень испуганным. Волчонок был худым и изможденным, а его глаза были полны страха и безысходности. Это было того стоило, и Эльза, полная сострадания и заботы, не могла оставить его одного в таком состоянии. Она рядилась вокруг него, решив, что этот милый пушистик нуждается в помощи. Не раздумывая, Эльза приютила волчонка и приняла решение дать ему имя — Чарли. С каждым днем она заботилась о нем, как о собственном ребенке, кормила его спелыми ягодами, которые сама собирала и готовила для него на маленькой печи. С каждым моментом их жизни вместе Чарли становился все сильнее, и Эльза, в свою очередь, понимала, что он не только ее подопечный, но и настоящий друг. Эльза учила Чарли правилам жизни в лесу, рассказывая ему о том, как важно быть внимательным к окружающему миру. Они вместе гуляли по тропинкам, открывали для себя новые места и наслаждались красотой природы. Чарли рос не просто как волчонок, а как настоящий защитник своей хозяйки. Он подрастал, превращаясь в могучего волка с блестящей шерстью и выразительными умными глазами. Между ними завязалась настоящая дружба, полная взаимного уважения и любви. Но мир, в котором они жили, не всегда был добрым. Скоро в лесу произошло неприятное событие. Группа сбежавших зеков, ными, которые искали укрытие от закона, узнали о домике старушки и решили ограбить ее. Они надеялись на легкий заработок, предполагая, что беззащитная и одинокая старушка будет легкой добычей. Планы исполнению их намерений уже сложились в их уме, когда они подходят к дому Эльзы. Но те, кто злобно планировал навредить Эльзе и ограбить ее, не знали о Чарли. Когда зэки приблизились к дому, Чарли почувствовал опасность. Его инстинкты сработали. Он моментально встал на защиту своей хозяйки, ворча и показывая свои острые зубы, как будто предсказывая, что ему придется защищать дом. Чарли знал, что Эльза — его семья, и он должен сделать все возможное, чтобы ее защитить. Недолго думая, зэки рухнули в дом, настроенные на легкую наживу. Они, уверенные в своей силе и превосходстве, со смехом пересекли порог. Но вместо беззащитной старушки, которую они ожидали встретить, им показался грозный и мощный волк с яростью в глазах и с готовленностью действовать. Напуганные, они попытались отползти, но Чарли был быстрее.
С грозным рыком и острыми зубами он бросился на них. Угловатые тени зеков запрыгнули в сторону, пытаясь избежать удара, но волк со всей своей мощью представлял собой настоящую стихию. Преступники не смогли справиться с его силой и мощью. Они понимали, что их план провалился. В панике они сбежали через лес, оставляя свои планы морковным разочарованию и надежде на спасение. После этого инцидента Чарли и Эльза стали еще ближе. Они жили вместе, защищая друг друга и наслаждаясь теплом и любовью, которые дарили друг другу. Старушка больше не чувствовала себя одинокой, и Чарли нашел дом, где его любят и ценят. Всю ночь они проводили в объятиях, настраиваясь друг на друга, время от времени просыпаясь, чтобы удостовериться, что все в порядке. С каждым днем их жизнь наполнялась новыми приключениями и открытиями, ведь они понимали, что когда у вас есть друг, любая опасность становится меньше. Так прошли годы, и их дом стал символом счастья и безопасности. Люди издалека стали рассказывать историю старушки и волка, и к имени Эльзы начали приходить странники и путешественники, чтобы услышать эту невероятную историю. Каждый раз, когда кто-то приходил, она с радостью делилась своими приключениями, и все слушали с замиранием сердца, восхищаясь дружбой, которая возникла между человеком и диким животным. Слухи распространялись, и вскоре многие люди приходили, чтобы посетить старушку и ее необычного друга. Эльза принимала их с открытым сердцем и щедрыми угощениями, приготовленными из лесных даров. Каждому она старалась донести, что настоящая дружба может возникнуть даже между самым неожиданным сочетанием, как между человеком и диким животным. Она рассказывала, как Чарли всегда был у нее рядом, и как он защитил ее в самые трудные моменты, показывая всем, что любовь и преданность не знают границ. С годами мир вокруг менялся, но в их маленьком уголке под солнцем все оставалось неизменным. Эльза и Чарли продолжали наслаждаться жизнью вместе, и их дом становился все более уютным. Старушка вела чистую и простую жизнь, радуясь каждому дню и каждому мгновению, которое дарила ей природа и ее верный друг. Они проводили время на берегу реки, играя и смеясь, и каждый миг был насыщен счастьем, наполненный смехом и радостью. Так закончилась история старушки Эльзы и ее волка Чарли. Но, как и подобает настоящей легенде, она жила и продолжала вдохновлять людей на протяжении многих лет. Эльза и Чарли стали символом силы духа и любви, которые способны преодолеть любые трудности. Они жили вместе до самой старости, зная, что их связь непоколебима, и в сердце каждого оставалась надежда, что на свете всегда найдется место для любви и доброты, как это было между этой старушкой и ее верным волком. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на наш канал, где найдете еще много интересного и вдохновляющего.